Грейворд всегда пах солью, мокрым асфальтом и усталостью. Здесь дождь не был событием, он был фоном жизни, чем-то вроде дыхания города. Он начинался без грома и молний, тихо, будто крался, и только потом уже наполнял улицы вязкой серостью. Люди здесь давно перестали прятаться от дождя, просто шли быстрее, не глядя друг на друга, словно у каждого в глазах было что-то, чего лучше не видеть. К вечеру Грейворд становился похож на старую фотографию, где все потеряло контуры — дома, огни, лица. Только мокрые фонари еще пытались светить, отражаясь в лужах, и это отражение казалось ярче, чем сам свет. На углу у набережной стояло кафе «Риверстоун». Старое, небольшое, с облупившейся краской на вывеске и запотевшими окнами, за которыми пряталось что-то вроде тепла. Внутри пахло кофе, хлебом и чуть-чуть корицей. Этот запах был единственным, что удерживало людей в этом месте во время длинных осенних вечеров. Эмма Кларк стояла за стойкой и смотрела, как по стеклу медленно скользит капля воды. Она видела, как капля соединяется с другой, превращается в дорожку, тянущуюся вниз, и почему-то думала, что ее жизнь похожа именно на это движение. Медленное, неотвратимое, лишенное смысла, но все же происходящее. Эмме было 37. Она работала здесь 4-й год и все уже знала наизусть. Звуки кофемашины, треск старой розетки, гул дверного звонка, запах мокрых пальто. Утро начиналось одинаково, заканчивалось одинаково, и каждый день казался копией вчерашнего. Иногда она забывала, какой сегодня день недели, потому что в Риверстоуне время текло иначе, не по часам, а по количеству заказов. Каждая кружка, поданная на стол, казалась маленьким штрихом в бесконечной череде движений. Улыбка стала частью формы, как фартук. Она улыбалась, даже если не чувствовала ничего. Когда-то в юности она верила, что жизнь можно поменять, что можно уехать, начать заново, найти место, где небо будет другим. Но потом пришли годы, долги, болезни, усталость, и мечты стали ненужными. Теперь все, чего она хотела, чтобы день прошел без скандалов, чтобы свет в конце смены не мигал, чтобы дождь хотя бы ночью затих. Иногда, когда посетителей становилось меньше, Эмма выходила к окну и просто стояла, слушая, как капли стучат по стеклу. В эти минуты ей казалось, что весь город живет одним и тем же звуком, как сердце, которое давно перестало удивляться. Она не знала, почему в груди так пусто, но эта пустота была уже знакомой, почти родной. В тот вечер дождь шел особенно упорно. За окнами мерцали фары машин, капли стекали по стеклу, разбивая отражение, а внутри Риверстоуна воздух был теплым и тяжелым от кофе. Эмма стояла у стойки, смотрела на дверной проем и вдруг поймала себя на мысли, что боится вечера. Не из-за работы, из-за тишины после нее. Потому что, когда все замирает, становится слышно, как медленно капает время, и это страшнее любого шума. Эмма провела руки по стойке, чувствуя тепло полированного дерева, и на мгновение подумала, что это единственное место, где она еще может опереться на что-то устойчивое. Дождь за окнами не прекращался. Город под ним стал размытым, будто растворился в серой жиже, и только свет фонарей мигал в лужах, напоминая о том, что жизнь идет, даже если ее почти никто не замечает. За день она обработала 42 заказа, горячие напитки, теплые булочки, сметанные торты.
Каждое движение повторялось как запись на старом патефоне. Шаг вперед, шаг назад, улыбка на лице, скольжение тарелки по столу. Ноги налились свинцом, плечи обжаты тяжестью, а в груди стояла глухая усталость, которую невозможно было прогнать. Она знала, что еще несколько часов и снова придется идти домой, в квартиру, где ждут больная мать и сын, который уже привык, что мать часто усталая, иногда грустная, иногда просто исчезает в своих мыслях. Но мысль о возвращении домой не согревала. Там была рутина, лекарства, неотвеченные вопросы и постоянная тревога, которая давила сильнее, чем любой дождь. Эмма сняла фартук и поставила его на крючок, но даже теперь руки не хотели расслабляться. Каждый звук в кафе, звон посуды, скрип стула, тихий гул кофемашины отдавался в ушах как напоминание, что ее день еще не закончился. Она проходила мимо столиков, проверяя заказы, стараясь улыбнуться, когда глаза посетителей случайно встречались с ее взглядом. Улыбка была привычной маской, но под ней текла усталость, которую невозможно было скрыть. Даже постоянные клиенты заметили это, но никто не спрашивал, и Эмма не хотела объяснять. Она научилась быть невидимой. В какой-то момент зал опустел. Остались только пары гостей, которые не спешили уходить. Она остановилась у окна и посмотрела на мокрый Грейвард. Капли стекали по стеклу, сливались с дождем на улице, и ей показалось, что город плачет вместе с ней. Внутри нее скопилась тишина, которая была плотной, почти осязаемой. Она знала, что эта тишина не конец, а только передышка перед тем, что может прийти. Иногда в таких вечерах чувствовалось предчувствие. Сердце урчало от усталости, но внутреннее ощущение было странно острым, как будто город предупреждал. Скоро появится кто-то или что-то, что нарушит привычный ход событий. Эмма вернулась к стойке, поправила волосы и оглядела кафе. Все выглядело привычно. Запах кофе, шум кипящего аппарата, мягкий свет ламп. Но под этим привычным слоем что-то дрожало. Она не могла понять, что именно, но чувствовала это всем телом, предчувствие, которое нельзя игнорировать. И в этот вечер, когда тишина стала почти материальной, она впервые за долгое время задумалась о том, что может произойти событие, которое сломает привычный порядок, который она знала и на который уже почти перестала надеяться. Вечер в Риверстоуне медленно сгущался. Дождь не прекращался, его стук по стеклу был ровным и монотонным, будто считал секунды, пока внутри кафе шла привычная рутина. Эмма проверяла столики, поднимала чашки с дымящимся кофе, протирала влажные пятна на столах, стараясь не замечать усталость в собственных ногах. Все вокруг казалось знакомым и безопасным, как будто город вместе с дождем запер ее в этом маленьком мире. Но привычка оказалась обманчива. Двери распахнулись с легким скрипом, и в зал вошли трое молодых мужчин. Они двигались легко, уверенно, будто город принадлежал им. Их смех был громким, резким, режущим тишину, и Эмма сразу почувствовала напряжение в воздухе. Их пальто источало запах дорогого одеколона, а взгляды — самодовольство и безнаказанность. Они сели за стол у окна, не скрывая дерзкой улыбки. Все вокруг будто замерло, как будто город сам держал дыхание, наблюдая за этой новой волной шума. Эмма подошла к столу, отметила заказ, улыбнулась привычной улыбкой, скрывая внутреннее напряжение. Каждый жест был выучен, каждая улыбка — маской, которой она прикрывала усталость и тревогу.
Она видела, как один из мужчин, высокий и в золотых часах, снял что-то на телефон и почувствовала легкий холод в животе. Внутри застряло предчувствие того, что привычный порядок, ее маленькая зона безопасности, вот-вот будет нарушен. Они шутили, громко обсуждали что-то, смеялись, и каждый звук резал пространство, напоминая о том, что мир вокруг не обязательно следует законам вежливости. Эмма аккуратно ставила напитки на стол, следила за движениями парней, стараясь не смотреть им в глаза, потому что одно неверное движение, один взгляд и маска усталости могла треснуть. Ее тело помнило каждый день, каждую ударенную чашку, каждую бессонную ночь, и сейчас все эти воспоминания сливались в одно ощущение тревоги. Она стояла у стойки, глядя на окно, где дождь продолжал стучать по стеклу, а на улице фонари отражались в лужах, создавая иллюзию света в серой жиже. Мир за стенами кафе казался отдаленным и одновременно близким, готовым вмешаться в привычный порядок. Эмма ощущала это как теплое предчувствие беды, которую нельзя было остановить. Трое мужчин смеялись все громче. Их смех стал напоминать удар, который отразился в самой комнате. Каждый гул, каждое движение тарелки, каждый шорох ткани — все это усиливало тревогу, которая жила внутри Эммы. И в этот момент она поняла, что привычная тишина после 40 заказов — это ровная, почти осязаемая усталость, которая обычно сопровождала конец дня, больше не защитит ее. Все изменилось. Город, дождь и привычный свет кафе стали только фоном для того, что вот-вот произойдет, и Эмма почувствовала, что ее жизнь снова в опасности, даже если пока никто не кричал и не угрожал. Смех троих мужчин в зале стал похож на звук, который давит воздух. Эмма поднесла к их столу напитки, стараясь сохранять привычную улыбку, но внутри дрожь уже не удавалось скрыть. Каждый шаг, каждая поставленная кружка ощущались как тонкий нож, впивающийся в усталость ее тела и духа. Она знала, что любая реакция может лишь усилить их веселье, поэтому просто делала свою работу, стараясь не дышать слишком громко, не смотреть им в глаза. И тогда случилось неожиданное. Стакан с колой, который она аккуратно поставила на стол, внезапно оказался перевернут. Ледяная жидкость брызнула прямо на ее лицо и шею. Холод обжег кожу, пропитал рубашку, стекал по спине. Звук, ударившийся о пол посуды, исчез, а смех, который только что давил, превратился в короткое пронзительное эхо. Эмма замерла, словно камень, ощущая не столько физическую боль, сколько бессилие. Все тело онемело, сердце билось слишком громко, но она не двигалась. Вокруг были другие люди, посетители и персонал, но мир будто остановился. В ушах зазвенело, и только взгляд мужчин оставался живым и наглым, отражая их удовольствие от унижения. Эмма почувствовала, что внутри что-то сжалось, будто обрубили нитку, на которой держалось ее спокойствие. Слезы нависли над глазами, но она не дала им выйти. Она знала, что слезы здесь означали бы победу этих людей, еще одну метку на ее усталости. Она отошла к подсобке, где воздух был влажным, с запахом хлорки и старых тряпок. Там, среди тусклого света, Эмма, наконец, позволила себе вдохнуть глубоко. Слезы, долгие и медленные, скатывались по щекам сами, не из боли, а от того, что снова кто-то решил, что можно играть с человеком, который умеет молчать. Она сняла промокшую рубашку, промокнула лицо бумажным полотенцем и достала телефон.
руки дрожали. На экране она написала короткое сообщение, без слов, только знак, что больше терпеть нельзя. Внутри что-то треснуло, но вместе с этим появилась легкая надежда. Она знала, кто поймет ее без лишних вопросов. Сердце все еще сжималось от страха и унижения, но за ним пробивалась теплая уверенность. Скоро появится тот, кто сможет восстановить порядок и вернуть ощущение безопасности. Эмма убрала телефон, глубоко вдохнула и посмотрела в зеркало подсобки. В отражении стояла женщина, которую она едва узнавала. Мокрые волосы прилипли к лицу, глаза были усталые, губы дрожали, но в них уже сквозила решимость. Она понимала, что этот вечер изменил многое, и привычный мир, который она знала, уже никогда не будет прежним. Эмма сидела в подсобке, держа в руках телефон. Лед колы все еще стыл на коже, а мокрая рубашка висела тяжелым грузом на плечах. Внутри было пусто и тяжело. Пустота, которую невозможно описать словами, только ощущать всем телом. Но среди этого чувства бессилия пробивалась мысль о том, что кто-то из внешнего мира поймет ее сразу, без объяснений. Она набрала короткое сообщение и посмотрела на экран. Одно слово, лаконичное, почти сухое, но со всей силой, которая таилась в ее усталости. Больше. Никаких деталей, никаких жалоб. Просто сигнал, что предел терпению достигнут. Она знала, что Майкл поймет без лишних вопросов, потому что он всегда чувствовал моменты, когда молчание говорило громче слов. Дождь продолжал барабанить по крыше и стеклу, создавая ощущение, что весь город наблюдает за ней, замедляя дыхание. Внутри кафе шум вернулся нормой, но Эмма слышала его отдаленно, как будто через толстое стекло реальности. Она прислонилась спиной к стене, чувствуя, как дрожь постепенно уходит, заменяясь странной сосредоточенностью. В воздухе стоял запах хлорки, кофе и мокрой ткани, запах привычного мира, который сейчас вдруг стал ненадежным. Прошло несколько минут. Телефон снова загорелся. Короткий ответ без слов, но с точной ясностью. «Выходи». Эмма знала, что через 10 минут он будет здесь, и ощущение тревоги уже смешивалось с тихой надеждой. Сердце билось быстрее, но не от страха, а от ожидания, от предчувствия того, что скоро что-то изменится. Она посмотрела на свое отражение в тусклом стекле подсобки. Мокрые волосы прилипли к лицу, глаза были потухшие, но в них уже читалась решимость. Эмма понимала, что этот вечер стал переломным. Привычная рутина, тишина после 40 заказов, серый дождливый город – все это больше не давало защиту. Теперь она знала, что скоро придет тот, кто сможет вернуть ощущение порядка, вернуть чувство безопасности, которое ускользнуло вместе с холодной колой. Она надела запасную форму, поправила плащ и вышла через задний выход. Ветер, смешанный с запахом мокрого асфальта и бензина, ударил ей в лицо. Но ощущение тревоги уже не было подавляющим. Оно стало предчувствием перемен. Эмма шла по пустой улице, слушая дождь, который больше не казался одиноким, а словно предупреждал, что что-то большое и неизбежное вот-вот произойдет. Эмма стояла под слабым светом уличного фонаря, дрожа от холода и дождя. Каждый шаг отдавался в мокром асфальте, а капли стучали по ее плащу, сливаясь с глухим ритмом сердца. Она слышала собственное дыхание и ощущала, как напряжение, накопившееся за весь день, спадает медленно, словно река, уходящая в подземный поток.
И тогда на углу показался автомобиль, черный, с приглушенным блеском дождя на капоте, как темное зеркало. Майкл Кларк вышел из машины спокойно, без спешки, словно знал, что время города под дождем подчинено ему. Его шаги были уверенными, каждый звук отражался в мокром асфальте, создавая ощущение, что сам город прислушивается. Он остановился рядом с Эммой, но не говорил, взгляд говорил за него. В нем не было ярости, только холодное спокойствие человека, который привык решать вопросы так, что последствия всегда ясны. Эмма почувствовала, как внутри дрогнула часть, которую давно считала мертвой. Страх уступил место странной уверенности. Майкл не спешил. Он провел рукой по ее мокрым волосам, осторожно, почти бережно, наблюдая за пятнами от пролитой колы на рубашке. Ее сердце стучало быстрее, но теперь это был стук не тревоги, а предчувствие того, что порядок вот-вот восстановится. Дождь вокруг казался тихим, почти уважительно затихшим, словно город уступал место их встрече. Эмма, закрыв глаза на мгновение, ощутила, как тяжесть дня и унижение постепенно уходит. Майкл всегда умел входить в ее мир тихо, без слов, и одно его присутствие сразу меняло ритм воздуха вокруг. Она вспомнила, как много лет назад они ушли из прошлого, как пытались забыть и начать заново. Но прошлое не забывает само себя, оно просто ждет повода. И этот вечер стал таким поводом. Они стояли вместе, мокрые, но спокойные. Дождь больше не давил, он лишь обрамлял момент. Эмма понимала, что теперь никто и ничто не сможет повторить унижение, которое она пережила. Она ощущала силу рядом с собой, но не в гневе или насилии, в уверенности, что ее мир больше не будет беззащитным. Майкл осторожно проверил улицу вокруг, будто убеждаясь, что никто не станет вмешиваться. Он был здесь не ради угроз, а ради того, чтобы восстановить то, что принадлежало Эмме, чувство безопасности, спокойствия и уважения. В этой ночи, под дождем, в сером городе, который всегда казался бесконечным, она впервые за долгое время позволила себе почувствовать, что все еще возможно. Все еще можно дышать свободно, не опасаясь, что мир вокруг превратится в цепь бесконечных унижений. И в этот момент Эмма поняла, что теперь она не одна, и что город, дождь и серые улицы больше не могут пугать ее так, как раньше. В Риверстоуне снова вернулся привычный шум, звон посуды и запах свежего кофе. Но для Эммы привычность уже не была защитой. Она знала, что прошлое, даже когда кажется забытым, всегда находит путь обратно. Дождь за окном продолжал стучать, отражаясь в лужах и создавая ощущение зыбкой границы между городом и ее внутренним миром. Трое мужчин, которые только что смеялись и унижали ее, сидели у окна, листали телефоны и шептались между собой. Их смех теперь казался эхо вчерашнего дня, безобидной тенью того, что уже случилось, но еще не забыто. Эмма подносила блюда и напитки, стараясь сохранять привычную улыбку, но сердце сжималось каждый раз, когда взгляд ее пересекался с ними. И тогда, словно тень из другого мира, в дверной проем вошли трое мужчин в длинных темных пальто. Они двигались медленно, размеренно, как будто сами шаги отдавались силой, которая подчиняет пространство. Свет из дверного проема вырывал их силуэты из темноты, и на мгновение весь зал будто замер. Даже шум кофемашины исчез, как будто воздух сам перестал существовать. Эмма почувствовала, как холод пробежал по позвоночнику. Внутри что-то щелкнуло.
Привычный мир больше не мог защитить ее. 3 фигуры двигались без спешки, с тяжелым взглядом тех, кто привык видеть людей не как личности, а как объекты, через которые проходит власть. Каждый шаг был выверен, каждый жест точен. Город, дождь, фонари — все вокруг словно приостановилось, чтобы дать им пройти. Мужчины подошли к столу троицы молодых людей, и пространство вокруг сжалось. Никто не кричал, не угрожал, не поднимал руки. Но страх, который жил в каждом взгляде, был ощутим сильнее любого крика. Эмма, стоя у стойки, ощущала, как напряжение внутри нее растет и одновременно растворяется в осознании. Сейчас случится то, чего она давно ждала. То, что вернет чувство справедливости и безопасности. 3 молодых мужчин, которые еще недавно были самыми дерзкими, внезапно почувствовали, что мир вокруг изменился. Их смех затих, плечи опустились, взгляд стал дрожащим. В этом молчании, в этом холодном спокойствии 3 незнакомцев в пальто было что-то древнее, как сама власть города. Нельзя оскорблять женщину без последствий, нельзя разрушать чужую тишину, не вызвав ответной силы. Эмма наблюдала, как напряжение постепенно накрывает зал. Даже постоянные посетители, которые обычно не обращали внимания на чужие мелкие конфликты, почувствовали, что теперь все изменилось. Их привычная зона комфорта, знакомый ритм вечера — все это растворилось, и оставалась только тишина, густая и тяжелая, которая говорила больше, чем любые слова. В этот момент Эмма поняла, что дождь за окном, шум улицы, привычные столики и фонари больше не имеют власти над ее ощущением безопасности. Теперь рядом был кто-то, кто мог восстановить порядок, кто мог защитить ее мир, и сама она впервые за долгие месяцы почувствовала, что опасность можно пережить. В то время как зал Риверстоуна медленно возвращался к привычному шуму, город за окнами оставался дождливым и серым, словно скрывал свое дыхание. Эмма стояла у стойки, наблюдая за сценой у окна. 3 мужчины в пальто заняли место напротив троицы, которая еще вчера смеялась и чувствовала безнаказанность. Но теперь смех исчез, как будто растворился в воздухе. Каждый взгляд, каждый жест новых гостей содержал тихую, но смертельную силу. Власть, которую не обсуждают словами, а ощущают телом. В это время в другом конце Грейворта, в старом доме с запахом кожи и сигарного дыма, собирался другой мир. Майкл Кларк связался с людьми, которые знали, как обращаться с теми, кто привык считать себя хозяином. В комнате пахло властью, терпением и опытом. Перед ними стояли 3 молодых мужчин, которые еще вчера смеялись над Эммой и теперь впервые ощутили тревогу. Их глаза бегали по комнате, пытаясь найти опору, но никто не спешил их поддержать. Взрослый мужчина с тяжелым кольцом на пальце, хранитель старых правил и прошлого Майкла, наблюдал за ними тихо. Он не спешил говорить, но каждый его взгляд сковывал движение молодых людей. Он был знаком с миром, в котором Майкл когда-то правил, но ушел ради другой жизни. Старик знал цену насмешки над женщиной, ради которой Майкл изменил все. Его молчание было громче любого крика, а одно движение руки могло изменить ход событий. Молодые мужчины пытались оправдаться, говорить, шептать о случайности, о недоразумении. Но старик молчал, и молчание стало приговором. Он напомнил им, что прошлое Майкла не забыло, что память о нем живет в каждом движении, в каждом взгляде.
и что те, кто решился на унижение, должны почувствовать цену своих поступков. Их уверенность треснула, а страх вырос. В Риверстоуне Эмма наблюдала это издалека, зная, что сила, которая пришла на ее защиту, была не просто физической. Это была древняя, почти осязаемая уверенность, которая вернула порядок и уважение. Дождь за окнами не казался больше врагом, он стал частью момента, свидетельством того, что город, шум и дождь не могут разрушить то, что защищено силой и честью. Эмма впервые почувствовала, что ее мир снова целый, хотя еще минуту назад все могло рухнуть. Трое мужчин в пальто смотрели на тех, кто смеялся, и мир вокруг замер. Все было тихо, но именно эта тишина несла ясность. Прежние правила действуют, и безнаказанность никогда не возвращается туда, где ее уже лишили права быть. И в этой тихой мощи, в дождливом Грейворте, Эмма поняла, что теперь ее привычная жизнь в кафе может продолжаться, но уже под защитой того, кто помнит прошлое и знает, что уважение и безопасность не привилегии, а право. Когда они приехали домой, дождь все еще стучал по крыше, но теперь его ритм казался мягким и спокойным. Квартира на окраине Грейворта пахла чесноком и недавно поджаренной картошкой, и этот запах сразу вернул Эмме чувство привычного мира. Здесь никто не мог ее тронуть, здесь ее руки и плечи могли расслабиться, а сердце перестать биться в тревоге. Майкл сидел на диване, молча перелистывая газету, но его присутствие ощущалось как невидимый щит, плотный и уверенный. Эмма налила чай, расставила на столе чашки и оглянулась по комнате. Мягкий свет ламп, тихий шум воды из чайника, запах еды — все это казалось удивительно настоящим после вечера, когда привычная тишина была нарушена. Внутри Эммы смешались усталость, облегчение и тихая радость. Она понимала, что больше не одна, что прошлое, которое она пыталась забыть вместе с Майклом, теперь оказалось рядом, но уже не для того, чтобы разрушать, а чтобы защищать. Даже страх, который накапливался долгими месяцами, начал растворяться под теплом дома и тихим присутствием человека, который понимал цену каждого ее переживания. Эмма села за стол, размешивая чай ложкой, и впервые за долгое время позволила себе улыбнуться без маски. Здесь, в маленькой кухне на окраине, были ее мир, ее уют и ее право быть спокойной. Все, что вчера казалось бесконечным и тяжелым, работа, унижение, дождь, усталость, теперь отступило. Она знала, что Майкл, сидящий рядом, больше не позволит никому нарушить ее границы. За окнами улица оставалась мокрой, фары машин отражались в лужах, превращая асфальт в жидкое золото. Но Эмма уже не тревожилась о городе. Он стал частью их прошлого, частью того, что теперь можно оставить за дверью. Она чувствовала, как ее дыхание выравнивается, как в груди появляется пространство для спокойствия, которого давно не было. Майкл посмотрел на нее через плечо, без слов, но взгляд говорил все. Он не спрашивал, не требовал, он просто был рядом, и этого было достаточно. Эмма поняла, что теперь ее привычный мир не столько кафе и город под дождем, сколько дом, тепло и тихая уверенность, что она защищена. И в этом уюте на окраине Грейворта Эмма впервые за долгое время почувствовала, что можно жить спокойно, что можно улыбаться без страха, что работа в кафе больше не будет источником тревоги, что дождь теперь лишь дождь, а город лишь фон для их жизни. Утро в Грейворте началось тихо.
Дождь за окнами превратился в мелкую морось, которая больше не казалась удушающей, а просто была частью города, его ритма. Эмма шагала по улицам к Риверстоуну, ощущая необычную легкость в груди. Вечер, который недавно погружал ее в страх и унижение, теперь казался далеким и почти нереальным, как сон, из которого вышли только сильные. Кафе встретило ее привычным шумом: посуда, гул кофемашины, запах свежего хлеба. Но атмосфера изменилась. Люди, которые прежде могли быть резкими или грубыми, теперь относились к ней с уважением, почти почтительно. Эмма понимала, что это не чудо, а результат того, что город и его законы, хотя бы в маленьком секторе, восстановились. Трое мужчин, которые недавно смеялись у окна, уже не имели прежней дерзости. Они сидели тихо, осторожно, словно осознавая, что границы, которые нельзя нарушать, теперь защищены. Никто больше не смеялся над теми, кто не может ответить. Никто не решался испытать терпение Эммы. И даже случайные прохожие на улице ощущали, что здесь появился новый порядок, невидимый, но ощутимый. Эмма вернулась к стойке, улыбнулась коллегам, которые заметили перемену. Старая усталость еще оставалась в теле, но в душе поселилась уверенность. Теперь она не одна. Она могла работать, улыбаться и быть собой, не пряча слезы и не надевая маску. Вечером того же дня на ее стол в кафе принесли огромный букет в белой коробке с лентой, на которой было написано лишь одно слово, без подписей, но с ясным посылом. Эмма поняла, кто стоит за этим жестом, и впервые за долгое время почувствовала, что город, ее работа и даже дождь больше не могут угрожать ей. Все теперь было под защитой того, кто умеет сохранять порядок и справедливость. Когда по улице проехал черный внедорожник, Эмма на мгновение остановилась. Она знала, что за рулем Майкл, который не позволит ни одному дождю, ни одной тени коснуться ее снова. Мир стал другим, но теперь она могла жить без страха. Все изменилось, но именно это изменение подарило ей спокойствие, которое она искала так долго. Новый порядок, тихий и невидимый, но непоколебимый, поселился в ее жизни. И теперь даже Грейворд с его дождями и шумными улицами казался уютным, безопасным и под контролем. Эмма снова улыбнулась, посмотрела на зал кафе и поняла, что привычная рутина больше не пугает. Она знает, что теперь ее мир принадлежит ей, и ничто и никто больше не сможет нарушить эту границу.